Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Хендмейд. Я знаю, как сильно вам нравится тема поделок для дачи. Да и сказать честно, мне самой она очень близка. Поэтому сегодня мы с вами снова возьмемся за пластиковые бутылки и сделаем очень красивую и сказочную композицию для наших дач или приусадебного участка. Не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. В первую очередь нам понадобится 19-литровая бутылка для кулера. К сожалению, у меня была только такая, с ручкой, но если вы найдете бутылку без ручки, то лучше используйте ее. Удаляем все бумажные этикетки. Пластиковые, которые не отклеиваются, можно оставить. И срезаем горлышко. Лучше всего его отпилить лобзиком или болгаркой, я же спилила его вот такой дешевой пилой. 10 минут мучений, и наконец-то горлышко поддалось. Теперь нам понадобятся две одинаковые 5-литровые бутылки. У меня это бутылки от воды Бонаква. Округлая форма этих бутылок лучше всего подходит для уличных поделок. Как вы догадались, это не реклама. У бутылок удаляем этикетки. И у одной из бутылок отрезаем горлышко, точнее верхнюю округлую часть, ровно в том месте, где она начинает сужаться. Прежде чем резать бутылку ножницами, я всегда делаю отверстие шилом. Так и резать проще и меньше шансов повредить руки. У второй бутылки срезаем ручку, если она у вашей бутылки есть. И примеряем первую обрезанную бутылку на горлышко второй необрезанной. Мне показалось, что будущая голова ослика получается длинноватой, поэтому у целой бутылки я отрезала ту часть горлышка, на которую закручивается крышка. А у первой бутылки еще сильнее убрала длину, отрезав от ее края примерно 2-3 сантиметра. Снова соединяем две бутылки вместе и обратите внимание, что я их соединяю немного под углом, чтобы у мордочки получился небольшой изгиб. И скручиваем две части 5 или 6 саморезами. Удобнее всего сначала просверлить отверстие тонким сверлом и уже только после этого вкручивать саморез. Также сверло можно заменить раскаленной над свечой проволокой или шилом. Дальше я использовала две бутылки объемом 3,5 литра, но можно вместо них взять и 5-литровые бутылки. Из них мы будем делать шею. Отрезаем у одной бутылки донышко и горлышко. И край со стороны донышка срезаем наискосок примерно под 45 градусов. Так у нас получится закрепить голову не только с нижней стороны, но и со стороны затылка. И крепление, соответственно, получится надежнее. Теперь этот край надрезаем по кругу шагом примерно в 1,5-2 см. И все получившиеся полосочки закругляем. Примеряем голову на шею и следим, чтобы изгиб мордочки смотрел вверх. Вкручиваем в каждую закругленную полосочку по саморезу. У второй бутылки, приготовленной для шеи, также отрезаем горлышко и донышко. И край со стороны донышка опять срезаем наискосок примерно под 45 градусов. Точно так же нарезаем край на полосочки и края полосочек закругляем. Кстати, полосочки мы закругляем для того, чтобы они стали менее заметными и чтобы не поцарапаться об острые углы во время работы. Эту часть шеи прикрепляем к туловищу ослика, то есть к бутылке от кулера. Если у вас бутылка такая же, как и у меня, с ручкой, то ручка должна оказаться снизу.
Примеряем голову на туловище, то есть вставляем одну бутылку шеи в другую. Мне шея показалась слишком длинной, поэтому высоту нижней бутылки я укоротила. Если длина шеи устраивает, можем чуть повернуть голову ослика в любую сторону, так будет смотреться интереснее. И скручиваем шею саморезами. Теперь займемся ногами. Для них нам понадобится 24 одинаковые литровые бутылки, по 6 бутылок на каждую ногу. У меня это бутылки от молока. Собираем ноги следующим образом. У первой бутылки отрезаем верхнюю часть в том месте, где заканчивается скругление. Вторую бутылку вставляем в первую горлышком вниз и отрезаем у нее донышко. Третью, четвертую и пятую бутылки продолжаем вставлять друг в друга горлышком вниз, отрезая у каждой донышко. А шестую, последнюю бутылку вставляем в пятую донышком вниз. Горлышко пока не трогаем. Кстати, бутылки лучше входят друг в друга тогда, когда они перестают быть целыми. То есть либо когда они проколоты шилом, либо когда у них откручены пробки. Все бутылки скручиваем в местах стыка на 5-6 саморезов в каждом ряду. Теперь верх каждой ноги обрезаем наискосок примерно под 45 градусов. Край каждого среза нарезаем на полосочки, а полосочки закругляем. И прикручиваем ноги к туловищу. На этом этапе важно расположить все ноги ровно, чтобы осел никуда не заваливался. Удобнее всего ориентироваться на шов бутылки от кулера, который как раз проходит ровно по центру снизу. Чем прямее у ослика будут расположены ноги, тем менее устойчивым он получится. Поэтому основная задача – найти золотую середину. Не сильно их сводить, но и не сильно разводить. И проверяйте устойчивость своего животного, периодически ставя его на его же ноги. От одной из 5-литровых бутылок, из которых мы делали голову, осталась верхняя часть. И из нее мы сделаем верхнюю часть головы ослика. Отрезаем ту часть, на которую закручивается крышка. А по нижнему краю нарезаем бутылку на полосочки. Закругляем их и прикручиваем бутылку к голове. Из 2 или 3-литровой бутылки вырезаем ослику уши. Сначала у бутылки отрезаем донышко и горлышко, затем разрезаем бутылку пополам вдоль. Из одной части вырезаем ухо в виде большого вытянутого листочка. Прикладываем ухо ко второй части бутылки и по образцу вырезаем второе ухо. Ушки прикручиваем на 3 самореза каждое с задней стороны головы ослика. Еще я вырезала 2 вот такие овальные детали из верхней части 2-литровой бутылки. Из одной части я сделала ослику рот. А вторым овалом я закрыла отверстие, оставшееся после спила горлышка у бутылки от кулера.
Теперь нам понадобится несколько бутылок темно-коричневого или даже черного цвета. Чем темнее они будут, тем лучше. Из них мы будем делать гриву и хвост. Отрезаем у бутылки горлышко и донышко и разрезаем бутылку по вертикали. Также по вертикали складываем бутылку пополам и нарезаем каждую часть на тонкие полосочки по направлению к сгибу, не доходя до этого самого сгиба примерно сантиметр-полтора. Таких заготовок я сделала 4 штуки и сложила по 2 заготовки друг в друга, чтобы грива получилась попышнее. Дополнительно нужно вырезать 3 прямоугольника и каждый из них нарезать на полосочки по одному краю. Причем первый прямоугольник нарезаем на недлинные полосочки, второй на полосочки примерно до центра, а третий почти до самого края. Из них мы будем формировать ослик-кучелку. Первым прямоугольником челки закрываем отверстие на самой макушке ослика. Второй прямоугольник разворачиваем наизнанку, чтобы полоски закручивались вверх, и прикручиваем его саморезами. Третий прямоугольник тоже разворачиваем наизнанку и прикручиваем с небольшим смещением от предыдущего, чтобы челка получилась попышнее. Сзади к голове и шее прикручиваем гриву. И чтобы грива получилась еще пышнее, некоторые полосочки можно посильнее выгнуть наружу или наоборот загнуть внутрь. Осталось сделать хвост. Сначала берем округлый верх, оставшийся от бутылки, использовавшийся для шеи, нарезаем нижний край на короткие полосочки и закругляем их. Дальше нужно подобрать пол-литровую бутылку с вытянутым горлышком. У горлышка отрезаем ту часть, на которую закручивается крышка. И обрезаем бутылку до нужной длины. Причем делаем этот срез наискосок под 45 градусов. Широкий край нарезаем на полосочки и снова их закругляем. Все закругленные полосочки выгибаем наружу. И прикручиваем меньшую часть к большей, буквально на 2-3 самореза. Остальные пока не прикручиваем, так как они нам могут помешать в дальнейшем. Обратите внимание, что верхнюю часть я прикрутила к нижней не по центру, а немного сместив ее в одну сторону. Делаем надрез на вытянутой верхней части бутылки. Находим какую-то пластиковую или металлопластиковую трубу диаметром примерно в 1,5-2 см. Вставляем трубу в верхнюю вытянутую бутылку, края бутылки сводим как можно плотнее и фиксируем все саморезом. Трубу нужно вставлять до того места, где заканчивается верхняя бутылка, иначе эта труба будет мешать прикрепить хвост к туловищу. Осталось сделать кисточку для хвоста. Для нее понадобится 2 пол-литровые бутылки. Обрезаем у них донышко и горлышко, разрезаем по вертикали и нарезаем на тонкие полосочки тоже по вертикали, не доходя до края примерно сантиметр-полтора. Вкладываем нарезанные бутылки друг в дружку и обматываем ими кончик хвоста. Фиксируем кисточку 3 саморезами и хвост собран, осталось прикрепить его к туловищу.
Примеряем, выбираем, в какую сторону он будет повернут, и прикручиваем. Теперь можно доприкрутить ту часть хвоста, которую мы до конца не зафиксировали. Наш ослик наконец-то собран. Переходим к покраске. Сначала я хотела убыстрить процесс, у меня была серая аэрозольная краска, но, к сожалению, на всего ослика мне ее не хватило, а докупить эту краску в современных реалиях невозможно, ее к нам больше не привозят. Поэтому в итоге ослика я покрасила вручную кисточкой с серой акриловой краской. Этот процесс на видео я не снимала, но разницу в цвете вы можете увидеть на примере гривы, она осталась покрашенной аэрозольной краской. Белой акриловой краской раскрашиваем переднюю часть мордочки, внутреннюю часть ушек, нижнюю часть ног, и рисуем белые пятна в районе глаз. Темно-серой краской рисуем очертания будущих глаз. Ей же рисуем ноздри и раскрашиваем копыта. Коричневой краской рисуем радужку. Черной краской рисуем зрачки. И черной краской я подкрасила гриву и хвост, но почему-то этот момент не попал на видео. Белой краской ставим блики. И прежде чем показать итоговый вид ослика, хочу показать вам, что даже, казалось бы, совсем старые и на первый взгляд невзрачные предметы могут обрести новую жизнь и стать отличным украшением сада. Еще в позапрошлом году я забрала из сарая у бабушки вот такую старую сломанную тележку. Не знаю, сколько ей уже лет, сделана она была явно из того, что было под рукой, когда-то служила верой и правдой, но уже много лет валялась и ждала, когда ее наконец-то отправят в металлолом. Но появилась я, помыла ее, почистила. Муж приварил 2 дополнительные опоры. Мы с Ангелиной сначала покрасили ее белым адгезионным грунтом, а потом белой акриловой краской. Уже у себя я нашла пластиковую ванночку, в которой купала Ангелину, когда она была совсем маленькой. Поставила ванночку на тележку, в ванночке проделала несколько отверстий на дне, засыпала землей и посадила цветы. И в итоге у меня получилась очень красивая и нарядная композиция из ослика и тележки с цветами. Так что, друзья, не спешите выбрасывать старые и ненужные вещи. Возможно, они могут вам еще послужить. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился. И если это так, то лучшей наградой для меня, как и всегда, остаются ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Я желаю вам всем всего самого лучшего. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи. Пока-пока.